It is a story of many, but it begins with one. And I knew her. The one leading to the many is Laura Palmer. Laura is the one. You have a new role to play, I hear. Up for a role. But I'm afraid far from getting it. No, I definitely heard that you have it. Oh? Is there a murder in your film? Many of the ideas that come are conjured by our world. And we all know that there's many mysteries, and I always say that human beings are like detectives. We want to know what's going on and what the truth of the thing is. В прошлый раз мы с вами сопоставили фильм «Отвращение» Поланского и работы Линча. Я показала, что Линч многое у него заимствовал. Знаете, что еще Линч заимствовал у Поланского для Твин Пикса? Самого Поланского. Смотрите. Узнаете? А так? Where we from? The birds sing a freshly song. Сходство этих двух сцен в следующем. Мужчина в костюме сидит с одной стороны, карлик и прекрасная блондинка с другой. Рост Поланского 160 сантиметров. Он, конечно, не карлик, но и невысокий мужчина. Это фрагмент вечернего шоу Хью Хефнера «Playboy After Dark». Он был записан 24 июля 1968 года, но вышел только в феврале 1969. Вот тот же выпуск, но они перешли в другое помещение с красными стенами, в красную комнату. Red Room уже встречалась в другом фильме. Что все это значит? Что Линч хотел этим сказать? Начнем с поверхности. Шерон Тейт – это Лора Палмер. В Твин Пиксе речь идет об убийстве Шерон Тейт. Большинство людей знает Шерон Тейт как жену Романа Поланского и жертву секты Чарльза Мэнсона. Ее убили на 9-м месяце беременности. Сразу оговорю, что я не буду погружаться в конспирологические концепции, ЦРУ это сделали или МИ-6. Я не знаю, и в существующих версиях легко запутаться, так как там для меня слишком много людей и их мнений. Очень много шума. А я как психолог могу слушать только одного человека за раз. О чем я сегодня буду рассуждать, где я чувствую некоторую почву под ногами, так это что думает об этом всем один человек – Дэвид Линч. Возможно, он ошибается, но, может, и понял все правильно. Я не знаю, что случилось на самом деле. Но мне интересно, что думает именно он, потому что мне нравятся его фильмы. Человек один, а информации, созданной им, много. Это и фильмы, книги, интервью. И все это он говорит от себя. А значит, я смогу из этого собрать какую-то целостную картинку. В отличие от обратной ситуации, когда людей много, особенно если это госчиновники, то есть они говорят не от себя, и делают это еще и в пользу некоторой третьей стороны, которая не всегда очевидна. О самой Тейт как человеке обычно мало что знает, поэтому я вкратце вам расскажу. Шерон – старшая из 3 дочерей офицера армии США Пола Тейта. Она с ранних лет участвовала и выигрывала в конкурсах красоты. Была моделью и актрисой. Началась ее карьера в Италии, куда отправили служить ее отца. Первая популярность к ней пришла после публикации ее фотографий в купальнике на обложке журнала Министерства обороны США «Звезды и полосы». С Романом Поланским Шерон познакомилась на съемках его фильма «Бал вампиров», где они сыграли главные роли. Just don't know what to do with myself. I get so bored. You can't imagine how bored I get. На съемочной площадке у Шерон с Романом начался роман. После окончания съемок Тейт вернулась в США и снялась в фильме «Не гони волну», оставив Поланского в Лондоне. В фильме она сыграла Малибу, и этот персонаж послужил прототипом для куклы Малибу Барби. Интересно, что Марго Робби тоже сыграла Барби в фильме «Барби».
И она также сыграла Тейт. То есть можно сказать, что и Тейт, и Марго Робби, ее сыгравшая, это архетипические американки внешне. Далее Полански едет в США снимать «Ребенка Розмари», где они с Шерон воссоединяются. Она в это время получает главную роль в фильме «Долина кукол». Под «Доллс» в фильме имеются в виду барбитураты, на них сидят главные героини фильма. Таблетки называются куклами, так как по невероятному замыслу автора книги, по которой фильм снят, наркоманы привязаны к наркотикам так же, как дети к куклам. Фильм ужасный, книга тоже, так считала даже сама Тейт, она говорила об этом Поланскому. Тем не менее, он нам интересен, потому что мы киноманы-исследователи, а в этом фильме Шерон... В конце 1967 года Полански и Тейт вернулись в Лондон, и 20 января 1968 года они там поженились. Свадьбу отмечали в лондонском плейбой-клубе, что несколько странно, согласитесь. Список гостей был довольно звездным. Далее она снимается еще в одном фильме «12+1», и уже далее, в 1968 году, она беременеет и родить должна была в конце августа 1969 года, но 9 числа была убита сектой Мэнсона. Пресса, особенно желтая, тогда сошла с ума. И что там только не писали. И про ритуальность, и про наркотики, и про изощренные способы убийства, неправдивые. Очень много было странных, кричащих заголовков. Эта трагедия поразила очень многих американцев. Помимо Линча, еще и Тарантино снял об этом всем фильм с альтернативной концовкой «Однажды в Голливуде». И если вы пересмотрите остальные его фильмы внимательно, то вы заметите, что они все в разной степени включают линию мести за Тейт. Но об этом мы поговорим отдельно. Тарантино в одном интервью сказал, что он не хотел бы, чтобы имя Тейт было связано исключительно с сектой. Поэтому он показал в том числе и ее фильм, в своем фильме. I think it's horrible that she's been defined by her murder. And one of the things I can say about the film that I'm absolutely proud of is because of the movie, I don't think that's necessarily the case anymore. I don't think she's just defined by her victim status as a murderer. Now people, I think they became I think they were very intrigued by Margot Robbie's performance in it, and I think they looked her up. So she just, she's not just a murder victim. And I think now, if you go back, because every 4 years or so, they 2020 does a big Manson special, or they do some big special on the Manson family. Now, after getting a sense of her from the movie, if you watch those specials, they're really heartbreaking because she means something to you now, as opposed to just a statistic. Похожие мысли высказывали и родственники Тейт. Например, ее мать через 10 лет после событий возглавила общественную кампанию против недостатков в исправительной системе Калифорнии. Она была резко против того, чтобы убийцы вышли условно-досрочно, и добилась внесения поправки, согласно которой у жертв преступлений, членов их семей, появилась возможность выступать с особым заявлением в суде во время оглашения приговора на судебных слушаниях о досрочном освобождении. По словам матери, изменения в калифорнийском законе помогли изменить саму память о Шерон, превратив ее из жертвы убийства в символ прав всех жертв преступлений. К сожалению, довольно часто происходит так, что запоминают имена преступников, изучаются их биографии, пишутся книги, снимаются фильмы, мемуары, в то время как о жертвах никто не знает ничего. Назовите хотя бы одну жертву Теда Банди, а про него есть уже масса книг и фильмов. Получается, что таким образом общество косвенно поощряет его действия. И, к сожалению, имя Тейт навсегда будет связано с этой трагедией, так же, как оказалась связана ее судьба. Что делать в таких случаях, когда жизненные обстоятельства противоречат желаемому, воле человека? Я думаю, нужно найти способ придать им наиболее светлый смысл. Поэтому Линч, погибший американской мечте, как и Тарантино, дает лицо Шерон Тейт. Она для них символ прекрасного, красивого, навсегда потерянного и чего-то очень дорогого. Лора Палмер – это собирательный образ. Тейт – одна из его частей. Она не Лолита, но Лора Палмер отчасти Лолита. Хотя у Тейт и Лолиты тоже есть нечто общее. Лолита в конце романа умирает в родах, погибает также ее ребенок. Тейт погибает вместе с сыном на позднем сроке.
Что связывает Шерон Тейт с Лорой Палмер в самом Твин Пиксе? Лора была хорошим человеком, и я думаю, все самое светлое, что есть в образе Лоры, заимствовано у Тейт. Многие, кто ее знал, говорят, что она была доброй и скромной, несмотря на свою невероятную красоту. В ней не было заносчивости или высокомерия. Никто ничего плохого о ней до сих пор не сказал. Лора и Шерон обе красивые и внешне похожи, они обе блондинки с средней длиной волос. Посмотрите на кадры домашних видео Тейт и Лоры. Возможно, Линчу пришла идея добавить эпизоды с кассетами с пикника в сюжет именно из-за записей Тейт. В прошлый раз я рассказала, почему цифры в фильмах Линча нужно складывать, в том числе и внутри двухзначных чисел, пока не останется просто одна цифра. Он сам озвучил такой прием на одном из видео закадровой съемки. Таким образом, номер дома Лоры 708 в сумме становится 15 и затем 6, так же, как и номер дома, где была убита Тейт. 10050, тоже в сумме 6. Цифра 6 появляется на столбе рядом с домом Кэрри Пейдж, это мы тоже в прошлый раз обсудили. Переходите по ссылке в описании, если вы не смотрели еще это видео. Вы, вероятно, замечали, что Линч в Твин Пиксе часто показывает нам телефонные столбы. Конечно, это связано с темой электричества в сериале, мы об этом поговорим отдельно. Но есть связь и с Тейт. Чарльз Ватсон по кличке Текс забрался по телефонному столбу и перерезал провода перед тем, как проникнуть в дом и убить всех, кто там находился. Сохранились кадры, сделанные полицейскими во время изучения места преступления, где эти телефонные столбы были запечатлены и далее обсуждались в новостях. Это, скорее всего, Линч тоже видел. When police arrived, they found the telephones and electricity lines cut. The bodies had been dead about 12 hours. They were discovered this morning by a maid who ran screaming to neighbors. One officer summed up the murders when he said, "In all my years, I have never seen anything like this before." Одним из последних, кто видел Лору Палмер живой, был ее тайно возлюбленный Джеймс. В своем дневнике она сокращает его имя до Джей. Шерон Тейт до встречи с Поланским состояла в отношениях с Джеем Себрингом. После знакомства с Поланским она ушла от Джея к роману, но они продолжили все вместе дружить. And then she's written, "Nervous about meeting Jay tonight." That's the letter J, Diane. В ту роковую ночь Джей Себринг тоже был убит. Он погиб, пытаясь защитить беременную Тейт. Джей. В сериале появляется группа Nine Inch Nails. Солист группы Трент Резнор был последним жильцом дома на Cielo Drive 10050. Он арендовал этот дом уже после убийства Тейт и организовал там звукозаписывающую студию, которую назвал Pig – свинья. Это слово было написано убийцами кровью на двери дома. Он сказал, что ему нужно было записывать именно там, так как он был заинтересован в изучении американского фольклора. Это дословная цитата. В Твин Пиксе, в той самой 8 серии, он выступает с песней, написанной специально для Твин Пикса, под названием «She's gone» – «Она ушла». В смысле умерла – это устойчивое выражение. Кто умерла? Американская мечта в день смерти Шерон Тейт. Далее. На этой фотографии вы видите актера, сыгравшего Бена Хорна в Твин Пиксе, Ричарда Беймера, и Шерон Тейт. Тут они едят пиццу в 1963 году. Познакомились Ричард и Шерон на съемочной площадке фильма «Приключения молодого человека» 1962 года. Он был в главной роли, а Шерон играла в массовке. Они некоторое время встречались и даже были помолвлены целый год. В сериале у Бена Хорна, героя Ричарда Беймера, тоже был роман с Лорой Палмер, но за кадром. Нам лишь сообщают об этом. Он, как и все, в сериале был очень опечален новостью, что ее не стало. В ночь убийства Лоры Палмер Лиланд напал в том числе и на Ронет Полански, но та сбежала и выжила. Их имена созвучны – Ронет Полански, Роман Полански. В ночь с 8 на 9 августа Мэнсон совершил нападение и на Поланского. Но не буквально, конечно, тогда Полански находился в Англии. Убили его жену, ребенка, друзей, и все это произошло у него дома. Чем это не нападение на Поланского, которое он пережил?
Лору убили в вагоне в лесу. В сериале неоднократно показывают лес, деревья, лесопилку, бревна, словно это имеет большое значение. Я думаю, под лесом имеется в виду Голливуд. Wood – это дерево, на английском woods – это лес. Holly – это вид деревьев, который на русском звучит как падуб или астролист. Я раньше думала, что Холли имеется в виду святой лес, но это не совсем так. Такое название для Голливуда было предложено женщиной, которая пожертвовала земли для развития этой местности. Звали эту женщину Дейда Вилкокс. Дейда – очень странное, редкое имя, и как необычно, что оно встречается в Твин Пиксе. Точнее, очень похожее встречается. Синьорита Дайда. Вместе с пожарным она живет в старом таинственном месте. О причинах выбора названия Голливуд Дейда сказала так. «Мне понравилось, так как это звучало красиво, и я суеверна. Холли, астролист, приносит удачу. За вклад Дайды в развитие города ее прозвали матерью Голливуда. И теперь понятно, почему в 3-м сезоне много символов удачи. Кости, удачная семерка, подкова. Кто такая синьорита Дайда и почему Лору убивают в лесу? Да, Тейт убили не в самом Голливуде, но буквально в соседнем районе. И в ее жизни и смерти большую роль сыграл Голливуд. Мать Голливуда целует только что созданную Лору, вымышленного персонажа Дэвида Линча, перед тем, как пожарная отправляет ее на экраны. Следующая зацепка будет сложной, но очень интересной. На протяжении всего сериала Линч загадывает нам шарады. Вот одна из них. The Congressman's Dilemma. Эту, кстати, попробуйте разгадать самостоятельно. Эти загадки никак не влияют на сюжет, никто внутри сериала их не разгадывает, а значит, они адресованы нам, зрителям. Это так, интерактивный сериал. Я вам расскажу о разгадке другой, которая имеет отношение к Шерон Тейт. Когда Филипп Джеффрис просит Купера назвать дату, тот говорит 23 февраля 1989 года. После этого нам показывают жука, который превращается в цифру 8, и внутри нее катается какой-то шар. Неизвестный абстрактный жук. Насекомое на английском будет баг. Это же слово переводится как ошибка. Линч любит использовать омонимы, я об этом ранее рассказывала тут. Далее Джеффрис успешно перемещает Купера в нужную дату, Купер пытается спасти Лору, но у него ничего не получается, ему мешают и так далее. Эта подсказка с багом адресована нам, зрителям, чтобы мы догадались о роли Шерон Тейт в сериале. Что все это значит? Внутри 8 есть ошибка. Там должна была быть, на самом деле, 6, так как Тейт убили в 69 году, а не в 89. К цифре 6 Купер попадает позже, у дома Кэрри Пейдж. В то же время, если смотреть на месяц и число трагедии, 9 августа, она выглядит в американском варианте записи дат как 8/9, 89. В сериале неоднократно повторяется, что у Лоры Палмер было много секретов. She's filled with secrets. Такие заголовки были в газетах у статей, посвященных Тейт. Но я сомневаюсь, что Тейт была как-то связана с наркотиками и проституцией. Обнаженные снимки у нее были, да? Но проблема зависимости Лоры Линч позаимствовал у другой женщины. Это была Мэрилин Монро. Никакой большой тайны нет в том, что Линч и Фрост вдохновлялись судьбой Мэрилин Монро при создании Твин Пикса. Они об этом прямо сказали. Изначально они собирались снимать фильм именно о ней и даже написали сценарий, где намекали на убийц Монро. Но им не разрешили это сделать по политическим причинам, и они занялись Твин Пиксом. У Монро, как и у Лоры, были проблемы с зависимостями. Секретные влиятельные любовники, думаю, братья Хорны вдохновлены братьями Кеннеди. И Монро, как и Лора, оставляла аудиозаписи для своего психиатра. Тейт в начале ее кинокарьеры сравнивали с Мэрилин. Так и говорили, появилась новая Монро. I love Marilyn Monroe, but it would be kind of difficult for me to be another Marilyn Monroe, I think. Теперь о Твин Пиксе. В фильме-приквеле «Огонь, иди со мной» нам рассказывают о предыдущей жертве Боба, Терезе Бэнкс. Он ее убил перед убийством Лоры Палмер. Она блондинка с короткой стрижкой, как у Монро. Линч в интервью намекал, что убил Монро Бобби Кеннеди. Вот вам еще один Боб. О сходствах Монро и Лоры уже и так было сказано многое, в том числе и самим Линчем. Поэтому запишем ее тоже в нашу схему.
На Twin Peaks можно смотреть не как на историю с четкой последовательностью событий, хотя она, конечно, тоже есть, но и как калейдоскоп с повторяющимися узорами. При этом Линч, точно так же, как и Тарантино, цитирует известные фильмы и фильмы категории «Б». Их нужно смотреть, чтобы понять Линча, но вам не обязательно, потому что я все сделала за вас. Вот несколько отсылок к судьбе Шерон Тейт и ее неродившемуся сыну. В 3-м сезоне есть такая сцена. Бандиты, братья Митчемы, привозят Даги Джонса в пустыню, где собираются его убить, потому что им наврали, что он является их врагом. И вдруг один из братьев говорит другому: «Если в коробке то, что мне приснилось, мы не можем этого сделать». It means he's not our enemy, Rodney. How the fuck can you know that? I'm just telling you what was in the dream. Эта сцена взята из фильма «7» Дэвида Финчера. В конце фильма, спойлер, убийца Кевин Спейси в пустыне сдается полицейскому Брэду Питту. Курьер по просьбе Спейси, маньяка, привозит коробку, и в ней оказывается голова жены Питта. Спейси говорит Питту, что жена была беременна на момент смерти, и Питт его убивает. Тем самым как бы ему проигрывает, завершается там великий план, бла-бла. Неважно. Важно, что в фильме была убита беременная женщина, так же, как и Шерон Тейт. Линч этот эпизод берет, переделывает и встраивает в свой сериал. В коробке оказывается вишневый пирог, вообще никто не умирал, и они едут праздновать свою дружбу в ресторан. В ресторане к Даги подходит пожилая женщина. Ранее ей Даги подсказал, где ее ждет удача, у какого автомата, и она выигрывает джекпот. Она к нему подходит и говорит, что благодаря помощи в тот день она воссоединилась со своим сыном. This is my dear son, Denver. He's back in my life again. I have a little dog. I have a house. I have my life back again. How can I ever thank you? Это Шерон Тейт, если бы ей в 69-м году повезло. Она и сын выжили бы и прожили долгую жизнь. Она была бы сейчас бабушкой. Далее играет грустная музыка, Даги смотрит на рояль, потому что этого всего не случилось. Mr. Jackpot! Oh. В сериале есть несколько вариаций, включающих мать и сына с разными исходами. Выглядит так, как будто Линч бросает кости и надеется, что выпадет счастливая комбинация. Например, в сериале есть вот такой эпизод, который никак не связан с основным сюжетом. Ребенка насмерть сбивает машина, и он умирает на руках у матери. Погибает ребенок, выживает мать. Вот другой эпизод. Наркоманка и сын. Сын жив, но мать-наркоманка в отключке. Дженни и Санни Джим. У них тоже все хорошо, благодаря Куперу. Но там другой нюанс, мы его обсудим отдельно. Вот кричащая женщина и отравленный мальчик в машине. Ну и так далее. Отсылка к Тейт есть еще и в другом месте, но тут она уже косвенная, хотя я все равно ее расскажу. Агент Тони Синклер должен был убить Даги Джонса, отравив его. Но Даги снова везет, его ведет удача купить вишневый пирог, он возвращается, кофе отравлен, и Даги видит перхоть на спине Энтони, начинает ее стряхивать. Все это очень странно, не так ли? Потому что это не перхоть. От прикосновений Даги Энтони окончательно передумывает его убивать, выливает кофе, во всем сознается, спасает Даги и свою душу. Это отсылка к фильму «Лицо со шрамом». Там протагонист, наркобарон Тони Монтана, терпит крах, убивает его, всю его семью, просто потому, что в нужный момент он отказался убивать одного человека. А отказался он его убивать, потому что в машину к нему села женщина и дети. Он не хотел их убивать. То есть, будь Чарльз Мэнсон Тони Монтаной, этого бы всего не произошло.
Перхоть — это кокаин. А фамилия этого героя, говорящая, Синклер. Грех очищен. Клэр — такое слово используют, когда судьи снимают все обвинения. Charges cleared, говорят. Sins cleared. Вот. Hey Jude, don't make it bad. Take a side. Что хотел Линч сказать Твин Пиксом? Особенность Твин Пикса на телевидении была в том, что сюжет держался на одном убийстве и его расследовании. В отличие от большинства сериалов тогда и сейчас, где каждая серия – новый труп и разгадка преступления. Линч словно остановил время на смерти Шерон Тейт, чтобы показать всего лишь через одну личность трагедию его народа, который стремительно уходит в прошлое. В предыдущему видео в комментариях был вопрос, откуда я вообще взяла версию о захвате Америки англичанами. Почему англичанин Гумберт похищает и растлевает Америку Лолиту? Почему мать-англичанка присылает в США гнилые яйца, среди которых есть и Боб? Давайте посмотрим на события 20 века с высоты птичьего полета. Так на это смотрят режиссеры, сценаристы, писатели. Кстати, режиссеры меньше всех подвержены официальной госпропаганде, потому что они знают, как выглядят хорошие сценарии, правдоподобные и как выглядят плохие. Поэтому так легко разбираются в исторических хитросплетениях. Я позволю себе 30 секунд или 1 минуту маленькую историческую справку. Please. По окончанию Первой мировой войны и революции в России выключается с политической арены, собственно, Россия, Австро-Венгрия и частично Германия. Франция еще в прошлом веке была сильно ослаблена после всех своих революций. СССР не может быть самостоятельной единицей, потому что возникла в результате переворота, оплаченного из-за границы. Правящую верхушку убили, обезглавленное тело не может что-либо решать самостоятельно. Результаты Второй мировой войны. Германия полностью ликвидирована, Франция показала свою импотенцию, победителями мира становятся США, Англия и Советский Союз. Союз спустя 50 лет без внятных причин распался самопроизвольно, что подчеркивает его несамостоятельность с самого начала. Остались 2 братских народа – США и Великобритания. Еще в 20-х годах у них были напряженности в отношениях, а примерно в 60-х в США начинает происходить нечто странное. Появляется движение хиппи. Молодежь 60-х сильно отличалась от молодежи 50-х. Произошел перелом. Несмотря на образ хиппи как людей блаженных, светлых, в центре их мировоззрения всегда была ненависть к предыдущему поколению. Наркотики, беспорядочные половые связи и так далее. Я даже не буду говорить о том, что это по сути бомжи. Об этом хорошо сказал Квентин Тарантино. Опасно быть королевой красоты в такое время. В 60-х в США усиливаются протестные настроения. Идет массивная агитация за остановку войны во Вьетнаме. Происходит отмена всех сегрегаций, что само по себе, конечно, хорошо, но в контексте всего остального происходящего должно настораживать. Кстати, в это же время возобновляют свою работу Монтессори-школы, которые были все закрыты в 20-х годах. Тут они внезапно начинают открываться и распространяться. Подробнее о Монтессори я рассказала в цикле из 3 лекций, и это еще не конец, будет еще 4-я. Апофеозом 60-х стал фейковый полет на Луну и убийство Шерон Тейт. Но самый главный мой аргумент в пользу сложных взаимоотношений США и Англии, и все остальные аргументы вообще можно было не озвучивать в рамках нашего сегодняшнего анализа, это британское вторжение в США. Этот термин не я придумала, феномен так и называется. Вот статья из Википедии. Чтобы вы не думали, что я что-то придумал. Британское вторжение – термин, обозначающий музыкальное явление середины второй половины 60-х, когда британская рок-музыка начала доминировать как в национальных, так и в международных, в основном в американских чартах. Началом явления принято считать американский успех сингла Beatles «I Want to Hold Your Hand» и последующий визит группы в Америку. Отсюда становится понятна эта сцена из 8-й серии. Из матери Великобритании вырываются яйца. Из одного такого яйца вылезает то ли насекомое, то ли лягушка, в общем, какая-то баг. Beatles в переводе это что? Жуки. Далее Битлз влезает в рот маленькой американской девочки, и на этом серия заканчивается. Кстати, многие предположили, что это девочка Сара, так как мы видим точно такую же лягушачью руку-лапку за ее лицом в этой сцене. Словно этот баг все еще живет в ней.
Оба родителя Лоры были заражены. Лиланд злым духом Бобом, Сара каким-то тухлым жуком-лягушкой. Британское культурное вторжение в США заразило большое количество молодых людей. Today I was thinking about the Beatles. We have to dance here. We have to dance for Laura. Oh, Leland, stop it. Give it to me. Give it to me. We have to dance. Leland! Leland! Give it to me! What is going on in this house? Leland! What is going on in this house? Is this in Arasna? И Линч ко всему этому Let's Rock относился крайне негативно. А из-за Боба Дилана он вообще расстался со своими друзьями. He said, nobody walks out on Dylan. I said, I walk out on Dylan. Get the fuck out of here. And so that was the end of Peter is my roommate. Причем здесь Полански и Шерон Тейт. Считается, что Тейт убил Чарльз Мэнсон со своей сектой. Ну, точнее, его секта, потому что самого его там не было. Как он объяснил свой поступок? Снова почитаем Википедию. Мэнсон, как говорили, воспринимал белый альбом Битлз как пророческое послание о грядущей расовой войне. Он многократно прослушивал альбом, пытаясь найти скрытый смысл песен. Он воспринимал песню Blackbird как послание к чернокожим о восстании, а песню Helter Skelter воспринимал как символ апокалиптического хаоса, который установится в ходе расовой войны. Этим термином Helter Skelter в семье, в секте Мэнсона стало принято обозначать грядущую расовую войну. Они написали эту фразу кровью на стене на месте преступления. А также на входной двери в дом Тейт было написано кровью слово «pig». Его сделала Аткинс по указанию Мэнсона. «Пиггис» — так называлась одна из песен Битлз, и свиньей на сленге маргиналов того времени называли полицейских. Но внутри семьи это слово имело другой смысл, обозначающая богатых и влиятельных членов общества. Мэнсон также считал, что в Пиггис описываются апокалиптические российские войны. Мэнсону очень нужна была гражданская война в США под воздействием текстов Битлз, понимаете? Можно сказать, что Мэнсон — это такой американец, который одержим британской культурой. Он поддался британскому вторжению, а конкретно Битлз. Это и есть Темный Купер, мистер Си, американец, в которого вселился английский Боб. Посмотрите на внешность Темного Купера. Его образ похож на Чарльза Мэнсона. Длинные волосы, кожаная куртка. Имя Чарльз начинается с буквы «Си». Он мистер Си, мистер Чарльз, который ищет Джуди. Кто такая Джуди? На английском сленге так называют девчонок. То есть это синоним слова просто «девчонка». В третьей части я рассказывала, насколько важен английский сленг в творчестве Линча. Джуди для англичанина звучит так же, как для нас Маша, Вася, Петя. Мистер Си ищет Джуди, но во вселенной Линча, где все исправлено, девчонка находит его первой. Lucy.
Кто такая Люси, вы даже не представляете. Вы вообще не представляете. Но об этом мы поговорим даже не в следующий раз, а через раз. В следующий раз нам нужно будет обсудить американскую лунную эпопею. А пока подписывайтесь на мой канал, поддержите меня на Бусти, там лежат дополнительные материалы. Спасибо, что выслушали, и до новых встреч!